Всем привет еще раз. Продолжаем мы свое ожидание. Я уже скатался за фотиком. Нас, значит, перенесли еще на пару часов. И могу сказать, что полеты, которые совершались в раннее время, чуточку начали рассеиваться, потому что в некоторых местах поднялся ветер. И, значит, трансляция, которую нам сейчас менеджер, который нам продал, соответственно, наш полет, показывал. Сейчас, короче, там в начале, в самом, им очень сложно разгоняться. У нас здесь развеялось полностью. У нас нету ни туч, нет облачности. Вообще, в принципе, у нас абсолютно нормально можно летать. Если, соответственно, разогнаться и прыгнуть в никуда, то, в принципе, можно хорошо полетать. Но рисковать не хотят. И очень небольшое количество сейчас в основном одиночек, ребят, которые увлекаются этим видом спорта, летает. Соответственно, если говорить про наше сейчас состояние, оно, конечно, подвешенное. Но заодно и мы возле Олдинеса, офис в любом случае этой компании, оставили свой телефон. Сейчас будем смотреть, что за пляж. У меня, кстати, если посмотрите, глаза краснючие. По поводу нашего вчерашнего приключения как раз хотел рассказать, пока у нас время до полета есть. Очень такой красочный, живописный пляж, который был посоветован нам, который находится в 80 километров от нас. Мы решили посетить вчера. И, значит, благо у нас очень удобный байк, благо у нас комфортабельная сидушка. Не были впечатлены тем самым пляжем и даже с Легансушки расстроились, потому что дорога была длинной, как бы удобно не было. Это все-таки время, а самое драгоценное, что у нас в принципе есть. Но увидев его, конечно же, мы очень сильно расстроились. Как минимум не были впечатлены. И настроение упало вообще полностью. Не хотелось вообще не говорить что-то, не рассказывать, не делиться, советовать, допустим, приключения из Фетхи. Да, такое. Я бы ни в коем случае этого не делал, потому что здесь, в области Фетхи, гораздо все красочнее, живописнее, чем, значит, на этом черепашьем пляже. Много времени не буду тратить. Много времени мы и так потратили на то, чтобы до него доехать. И так много времени потратили на то, чтобы его найти. Мы сейчас вам покажем лучше, как здесь производят полеты. Прилетают люди потихонечку по 2 человека. Вполне возможно, что у нас тоже состоится полет. Мы на это надеемся, конечно. Не знаю, насколько это будет. Наши надежды будут оправданы. Мы, наконец, совершили свой полет. Совершили его как бы на 5 баллов, но, конечно, впечатления были смазанные. Значит, компания, в которой мы
производили приобретение вот этих всех билетов, которые нам посоветовали напрямую, там типа мы без посредников и тому подобное. Ну, сработало очень плохо, значит, организация была такая, что никто ничего не понимал. Почему мы не летим в 9, никто ничего не объяснял, хотя было потом ясно, что всего лишь навсего им не хватило пилотов на желающих. Я эту меточку оставлю внизу, мы эту компанию не советуем. Полеты, пилоты, все классно, круто, но организация, что немаловажно тоже в этой теме, очень важна. Поэтому если говорить про сам момент подхода, как они действуют, вот это ужасно просто. Это просто, в таком ключе это неприемлемо. Когда у вас только должны быть, в принципе, такие, это логично, положительные эмоции, вам вас мурыжит, непонятно что. Мы приехали, то есть договорились, у нас на билете написано было точное время, мы приехали к нему, нам сказали, что типа приезжайте попозже. Сначала зачем вы вообще типа приехали, вы что, в 9? В смысле, мы говорим в 9, у вас записано в 9. Ну вот с этого все и началось, мы поняли, что у нас так вот непонятно, дальше все и начнет крутиться. В итоге пришлось разговаривать, нас отправили к директору, мы с директором разговаривали, вся уже компания собралась, мы сказали, что возвращаем деньги, потому что нас не устраивает, как эта организация проходит, и обратились в соседнюю компанию, которая нам, соседнюю имею в виду, на пляже находившуюся. Там ребята с организацией, над организацией работают, висит табло, значит, у них ветер, свободные места, слоты, пилоты, кто летит, куда летит, когда летит, то есть все расписано. И стоимость здесь, кстати, вот если говорить про стоимость, она начинается от 450 лир до 580-600 лир. Мы советуем лететь с компанией в среднюю цену, потому что мы после того, как у нас началась вот эта вот вся лабуда, так называемая, прошлись, посмотрели и поняли, что где-то в районе 500-550 лир это адекватная цена для такого развлечения, для такого экстрима. Это абсолютно стоит этих денег, потому что подход для того, чтобы совершить такой рисковый полет, необходим, и организация необходима просто на 5 баллов. И если говорить про ту компанию, как у нас все происходило и к чему мы готовились, когда нас начали грузить в микрик и как картошку, и быстро потом по горам подниматься по серпантину, девчонки уже немножко туда готовые приехали, наверх. То есть мы ехали по серпантину, по серьезному, такой по опасной дороге. Водитель в повороты заходил, даже нас слегка заносило. То есть, это жесть. Девчонки уже начали получать экстрим в самом начале, и уже некоторых начало мутить. Благо, потом у нас пошло уже, когда дело к полету, уже более-менее все наладилось. Полет сам был офигенный, запоминающийся очень. Но вылез второй момент. GoPro-шки, неважно, как они у вас прикреплены, в этой компании именно, я думаю, с другими компаниями можно договориться с пилотами. В этой компании еще один минус огромный, то что вообще на разговор не идут и говорят, что это типа проблема, если у вас в руке, неважно, да, как он у вас прикреплен, этот фотоаппарат или видеокамера, значит, это неприемлемо. Вы складываете это все в сумку свою, то есть у вас своих фоток, которые вы захотите сделать, допустим, вот сейчас у нас фотки купленные, и, соответственно, там съемки были, я не то, что там профессиональный оператор, конечно, но я бы снимал, что мне хотелось, а там снималось все по определенному плану, то есть без меня фотки просто Олдинеса сверху нет, панорамы просто без меня в полете нет. Я хотел, допустим, снизу вверх сфоткать парашют, этого тоже нет. То есть везде мы с пилотом, то есть это вот их стандартная такая тема, которой они придерживаются. Хотят за фотографии и за такую 365 вот эта камера, если знаете, когда круговая. Хотят 50 баксов. Если бы там фотки феноменальные были, это было бы одно. Там какие-то, допустим, рядом пролетает на параплане, тебя фоткает, это было бы по $50.
То есть это одно, когда ты летишь, и вот они друг друга догадывались фоткать, было бы классно. А если говорить, что ты просто себя фоткаешь, ну вот эти селфи-варианты, и за 50 баксов это все. Короче, начинается вот эта тема, торговля. Но ты начинаешь торговаться. То есть мы еле сдвинули до 150. Не знаю, люди пишут, что они и за сотку торговались, и за 50, за двоих торговались. Но люди очень часто, фантазеры такие встречаются, что я не верю этому, потому что, сторговаться с 300 до 50 за двоих, с 300 лир за одного до 50 за двоих, ну, как бы это не Таиланд, это европейский курорт, Турция все-таки это европейская, вот где мы находимся, это европейские стандарты, и мы не на рынке. То есть на уступки ребята идут, но адекватно. Понятно, что вам 50% может быть кто-то сторгует. Блин, почти 80% вам никто не сторгует, но это смешно. Какие прекрасные оттуда виды открываются, это просто что-то невообразимое. Мы первый раз пролетелись, это первый полет в нашей жизни. Ну и мы поняли, что даст Бог, он не будет последним. Мы в следующий раз будем обращаться в более такие компании, отвечающие, так сказать, нашим стандартам. Как мы летели на баллонах, допустим, мы обратились в компанию, которая брала чуть дороже среднего, но полностью ответили они в итоге нашим ожиданиям. Кстати, переходите обязательно, смотрите видео, я сейчас подсказочку вставлю здесь. Мы в Каппадокии летали на баллонах, и там, конечно, ну просто что-то невообразимое, и компания, и подход, и грамотное отношение, и как бы без каких-то лишних вот этих вот вариантов, то есть никто вам что-то там, так сказать, не слюнявит, если грубо говоря. Подошли, там конкретно все грамотно, вот четко, все организовано четко, то есть была возможность отмены полета, нам сразу это зафиксировали. Включили монитор, показали, сказали, что вот такой-то такой-то вопрос сейчас возникает, то есть конкретно про ветер, что сейчас такой-то, такой-то флаг, что сейчас такая-то проблема. Я так вот рассказал, первые эмоции, мы только приземлились, поэтому я немножко вяленький и, может быть, что-то неправильно говорю, но надеюсь, получится у нашего главного режиссера что-нибудь из этого слепить. Он, кстати, спит, я его не буду показывать. Ну все, всем до завтра, всем спокойной ночи, всем удачи. Кадры были, надеюсь, классные, и пилот, короче, можно сказать, старался, поэтому он денежку заработал. В любом случае, как на чай мы ему оставили.